Здравствуйте! Сегодня необычное видео. Я буду медленно рисовать и кое-что вам рассказывать. Захотелось как-то выстроить словами свои переживания. Несколько дней назад я спонтанно вечером включила прямой эфир. Нужно отметить, что это не был мой первый прямой эфир в Инстаграме, от которого отписались подписчики. Я провела опрос и попробовала выяснить у тех, кто еще со мной, что могло случиться. В эфире я молча рисую, на фоне играет музыка. В принципе, кроме моего рисования и музыки вообще ничего не происходит. Нет говорящей головы, каких-либо диалогов, ответов на вопросы. Ничего такого нет. То есть рисование онлайн в прямом эфире без каких-либо комментариев. Не сочтите это бурей в стакане, а скорее как желание понять, что же произошло. Спасибо всем, кто попытался пролить свет на данное событие. Перечислю возможные причины. Не молчать, комментировать все, что делаю. Те, кто были подписаны случайно и забыли о моем существовании, вдруг меня обнаружили. Не поняли, кто я есть и что делаю, и поспешили уйти, отписавшись. Не была озвучена цель эфира, еще бы. Молчу, рисую и никому ничего не рассказываю. Делаю в эфире то, что людям трудно повторить. Человек злится и отписывается. Так в чем же цель эфира и зачем спонтанно выходить в эфир, если никто не звал и никто не ждал? У каждого могут быть свои цели, если он заходит посмотреть на прямой эфир. Хочу ли я нравиться? Да, хочу. Могу ли я всем нравиться? Нет. Такой эфир расценивается как самохвальство. А по сути желание побыть с людьми, иллюзия общения. Хотелось бы сказать, что формат рисовать молча не отменяется, потому что я не умею рисовать, говорить одновременно. Я умею или рисовать, или говорить. Если вы заметили, все мои видео, если они ускорены или не ускорены, я озвучиваю потом сверху, после процесса рисования. Формат рисовать и одновременно читать вопросы, их обдумывать в процессе рисования для меня запредельный космос. Жизнь человека с СДВГ, синдромом дефицита внимания без гиперактивности в моем случае, полна неудобств. В каком-то возрасте это злит и раздражает. Думаешь про себя не в лучшем свете, что ты тормоз с плохой памятью. А позже учишься принимать себя таким, какой ты есть, потому что другого нет. Просто пишу себе планы, списки для любых дел. Еще скажу вам, что в моей среде я общаюсь на русском и иврите. Если какие-то сообщения нужно быстро написать, нет возможности проверить в словаре правонаписания, то пишу как могу. Могу я через раз правильно. Моя мама была филологом, но быстро поняла, с кем имеет дело. С папиной стороны тоже никогда не было давления по поводу учебы, только в первом классе, когда он понял, что совсем дела плохи с чтением, запер меня в комнате и заставил читать программу передач, телевизионную программу. Можете себе представить, какие слезы были у меня вдруг резко, меня заставили что-то делать. Это был первый и единственный момент в моей жизни давления по поводу учебы. В старших классах я уже понимала, что единственная дорога в моей жизни – это художественное училище, чтобы уйти из средней школы, поэтому все было добровольно.
В 91-м я поступила в Ростовское-на-Дону художественное училище имени Грекова. В 95-м я его закончила. И в этом же году мы с родителями уехали в Израиль. Я могу прокомментировать это видео от начала до конца в ускоренном режиме. Дайте знать. Спасибо, что были со мной эти 5 минут. Это не само собой разумеющееся, что вы меня выслушали. Наболело. Спасибо. До свидания. Пока.